Итак, друзья, Ташкент – замечательный город, где есть сотни парков, аллей, скверов. Но есть в нем один особенный парк, о котором сегодня я вам расскажу поподробно. Это IT-парк Узбекистан. Поехали! Итак, друзья, начнем мы с этого здания, потому что оно в IT-парке появилось первым. И сейчас нас встретит Джамиля, это креативный директор. Давайте зайдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Джамиля. Оскар. Очень приятно. Собственно, вот это первое здание, которое появилось в IT-парке. Расскажите о нем поподробнее. Да, кто, что здесь. И давайте потом в офис к вам пройдем. Да, конечно. Это ресепшн, да? Да, это ресепшн. В 2019 году был создан первый IT-парк по инициативе президента Республики Узбекистан. Данный IT-парк был создан совместно с Республикой Индия, с организацией STPA в области сотрудничества с Индией по направлению информационных технологий. На данный момент это IT-парк является скажем так, крупнейшим IT-хабом Центральной Азии, потому что мы охватываем более 6 гектар земли только в Ташкенте. И кроме этого, по всему Узбекистану у нас есть 14 филиалов, и за пределами Узбекистана у нас есть 3 представительства в Соединенных Штатах Америки, в Германии и в Латвии. Невероятные масштабы. Да, представительство занимается привлечением экспортных зарубежных заказов в нашу республику, и наша республика является сфокусированной, скажем так, на экспортоориентированность. То есть мы специализируемся на аутсорсинговых услугах. Что можно сказать о компаниях, которые представлены в IT-парке, ваши резиденты? Немножко о них. Да. У нас более 1200 IT-компаний, которые являются нашими резидентами. Из них более 300 являются экспортоориентированными IT-компаниями. Основную мы оказываем наши услуги на Соединенные Штаты Америки, это почти 80%. Кроме этого, нашими резидентами также являются IT-учебные центры, их более тоже 300 у нас. И также у нас есть много IT-компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения, созданием продуктов на основе искусственного интеллекта, на machine learning и так далее. Вау. Смотрите, вы сказали 80% это США, да? В Америке очень развита IT-сфера, IT-структура, но почему они пользуются именно вашими услугами? На самом деле, еще в 80-х или 90-х в IT-компаниях США появилась, скажем так, такой термин, как IT-аутсорсинг. То есть они отдают определенную часть своих операционных процессов, задач аутсорсинговым IT-компаниям. В основном США пользовались услугами компаний из Республики Индия. Однако наши компании тоже появились на рынке, и основное преимущество узбекистанских IT-компаний перед индийскими в том, что у нас нет языкового барьера. Нету абсолютно никакого акцента. У нас очень большое количество молодежи. У нас более, знаете, 36 миллионов населения в Узбекистане. Мы являемся 60% всей Центральной Азии. То есть это страна с самой большой популяцией. И наша популяция в основном состоит из молодежи, которая еще не достигла 30 лет. И наша молодежь, она спокойно разговаривает на английском языке, не имеет абсолютно никакого акцента, никаких барьеров. И к тому же сама рабочая сила является качественной, и в то же время она является дешевле, чем, например, в той же Республике Индия. Поэтому американским IT-компаниям намного выгоднее сотрудничать с нами. Да, логично. Идем дальше. Да. Я сама начинала как художник, училась профессионально на художника-иллюстратора. Потом, когда пришло время выбирать, скажем так, будущую профессию в высшем образовании, я подумала, что так, писать картины я умею, а писать тексты нет, и поэтому ушла в журналистику. И 4 года училась на онлайн-журналистике, направлению интернет-СМИ и их анализ. И после этого уже началось увлечение, скажем так, пиаром, рекламой. Поработала в многих иностранных, международных компаниях. Потом так получилось, что в Узбекистане там появилась новость о создании первого IT-парка. Как такового еще офиса ничего не было, была просто новость, что в Узбекистане будет создаваться IT-парк. Я увидела презентацию, скажем так, IT-парка, и мне просто было интересно, что это такое. Мы связались с директором IT-парка, у нас было собеседование, где он уже в более подробностях рассказал, что это будет, скажем так, центром скопления молодежи, что здесь будут там передовые технологии, здесь будут 3D-лаборатории, будет развиваться геймдев. И мне стало просто любопытно попробовать себя в этом направлении.
И мы начинали в 2019 году, когда еще не было физического здания. Мы сидели в университете, беря в аренду одну комнату, большой open space. У нас было всего 20 человек, кто создавал этот IT-парк. А потом уже мы переехали в это здание. Сейчас в IT-парке работает около 200 сотрудников. То есть мы увеличились в разы, как я сказала ранее, у нас уже 14 офисов, а не один. И на данный момент конкретно мы являемся креативным блоком, креативный департамент. У нас есть in-house production, мы создаем свои видеоролики, свой авторский контент, различного формата интервью, различного формата документальные фильмы о развитии IT, о выпускниках из этой сферы, о наших IT-специалистах, которые живут и работают, например, за рубежом. И кроме этого, мы также отвечаем за продвижение имиджа самой страны, как технологичного IT-хаба, как мы называем New IT Destination. Мы продвигаем этот образ, имидж Узбекистана за рубежом. Да, на картине можно увидеть нашего директора, это создатель, скажем так, нашего IT-парка, наш CEO Фархат Ибрагимов. Динозаврик является творческой интерпретацией браузерной игры с динозавриком, когда интернета нет и появляется этот динозаврик. И мы его переиграли здесь на стене в образе более уже, скажем так, усовершенствованной модели. Мы сейчас находимся в креативном блоке. Здесь работают наши дизайнеры, CMM-специалисты, маркетологи и PR-менеджеры. Как у вас обстоят дела с корпоративной культурой? Как вы очень много работаете наверняка? Как вы, не знаю, может быть, отдыхаете? Как это обстоит? Да. У IT-парка есть такой формат, мы работаем 24/7, то есть IT-парк всегда открыт, абсолютно всегда. Поэтому мы тоже стараемся быть, скажем так, в темпе с IT-парком и быть доступными тоже 24/7. А где спать? Сейчас в отпуске. Сейчас в Узбекистане такой период, что все стараются взять отпуск, отдохнуть именно весной, потому что летом и зимой у нас обычно очень много работы. А где вы спите, если 24 часа в сутки? На диванах. У нас очень удобные диваны, чтобы можно было переночевать прямо в офисе. Но это, конечно, шутки. 2 раза в год у нас проводятся большие тимбилдинги в IT-парке зимой и летом. Мы обычно выезжаем со всеми сотрудниками в горы. А кроме этого, мы с командой стараемся хотя бы 1 раз в месяц проводить мини-тимбилдинг, где тоже включаем какую-нибудь игру, либо настольные игры играем, заказываем там пиццу, устраиваем, в общем, такой мини-пицца-пати. Пицца-пати, круто. То есть, кто хорошо работает, тот и классно отдыхает. Сейчас мы находимся во внутреннем дворике, да? Да, мы находимся в внутреннем дворике. Это, скажем так, наш исторический объект. Он у нас визит президента Республики Узбекистан, который состоялся в 2019 году. Внутри камня есть капсула с посланием от президента. Данное событие ознаменуется тем, что это был старт именно для 2-го этапа строительства IT-парка. То есть для строительства, да, вот этих самых больших наших объектов. Хорошо. Классно у вас тут внутренний дворик. Вы здесь, это как рекреационная зона, вы здесь отдыхаете, да? Да. Здесь, как видите, очень много растений, очень много деревьев, скамеечек, беседок. Это специально для того, чтобы можно было выходить на свежий воздух, подышать им, покушать, может быть, на свежем воздухе. Такое возможно только вот в теплом Узбекистане, да? Там я вижу, у вас разделяется мусор. Да. Круто, классно. Так, там написано на двери стартап Team. Что за комната? Это комната нашего блока по развитию стартап-экосистемы. Здесь менеджеры занимаются программами инкубации, акселерации. И кроме того, в IT-университетах у нас есть свои стартап-лаборатории. Они занимаются продвижением данных лабораторий, работают со студентами, устраивают различного формата мероприятия. Это могут быть и конкурсы, и хакатоны, и митапы, и диатоны. И кроме того, они также отвечают за развитие направления киберспорта в нашей стране. Устраивают тоже различные мероприятия для молодежи по различным дисциплинам из киберспорта. PUBG, в основном. Counter-Strike. Да, Dota. у нас обожают Counter-Strike. Да? Да. Классно, у нас тоже. Так, это что за комната? Так, это у нас комната блока IT-образования. Они занимаются развитием цифровых навыков у молодежи и граждан Узбекистана. У нас в Узбекистане именно под IT-парком есть более 200 учебных центров, IT-центров. Они расположены в каждом районе Узбекистана. И кроме того, есть более 200 партнерских учебных центров, с которыми мы тоже вместе работаем.
Здесь создаются самые масштабные, крупнейшие, скажем так, мероприятия, проекты по различным направлениям из IT-образования. Например, в нашей стране реализуется национальная программа под названием One Million Uzbek Coders. Она абсолютно бесплатная для абсолютно любого желающего. Платформа предоставляет видеоуроки по различным тоже IT-направлениям на узбекском и на английском языке. На данном граффити ваш слоган, да, Start Local and Go Global. Ваша деятельность, например, как отражается в этом слогане? Мы специально выбрали слоган Start Local and Go Global, нацеленный на то, что начиная локально, иди глобально. Именно с этим направлением мы помогаем нашим IT-компаниям, нашим стартапам развиваться сначала в Узбекистане и потом охватывать зарубежные рынки и выходить, скажем так, на международную арену. Например, в прошлом году объем оказанных IT-услуг у нас составил более 4 миллиардов сумм. Объем оказанных именно на экспорт IT-услуг у нас составил $140 миллионов. Итак, мы немного отошли от вашего главного офиса и прошлись, да? Тут, получается, у вас находится комплекс IT-парка. Это уже вот эти 17 зданий, которые построятся совсем скоро. Сейчас конкретно где мы находимся? Мы находимся сейчас в головном офисе нашего цифрового банка Алока Банк. У банка также есть свой венчурный фонд, также есть свой корпоративный акселератор для стартапов, который мы совместно с ними проводим обычно. У них есть уже несколько, скажем так, крупнейших интересных стартапов, которые продвигаются на рынке Узбекистана и потихоньку осваивают и соседние рынки. Ну, давайте вот расскажите, мы сейчас находимся на фоне вот этих будущих комплексов, да? Это очень круто выглядит, все такое высокое и современное. Что здесь будет? Здесь будет располагаться наш IT-комплекс, комплекс IT-парка, 17 высокоэтажных зданий, среди которых будут бизнес-центры, жилые дома, университеты, отели, коворкинг-центры и так далее. Здесь конкретно сзади нас здание большой телекоммуникационной компании под названием VEON. Здесь также... Насколько высокие, сколько этажей там? 25 этажей. 25. Да. VEON более знаменит своей линейкой Beeline. Думаю, все про него слышали. Beeline? Да. Здесь вот здание VEON Group. Beeline. Здесь будет также располагаться их технический офис. Сзади нас это был Алока Банк. И соседнее с ним здание – это здание нашего крупнейшего мобильного оператора в Узбекистане, это Узбектелеком. Круто. А впереди это новое здание нашего Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан. Уже почти на финальной стадии готовности, скоро состоится переезд. Итак, Джамиля, мы приехали с вами на следующий филиал, да? Сколько в целом у вас таких по городу? В городе Ташкенте у нас два, скажем так, офиса, один из которых является нашим ташкентским филиалом. До этого мы были в нашем центральном офисе, штаб-квартире. То есть тот на всю страну, это только Ташкент занимается? Но прежде чем зайти внутрь, немного расскажу о соседнем здании. Это наша республиканская IT-школа имени Мухаммада Аль-Харизми. Здесь обучают с 5 по 11 классы по различным IT-направлениям. Она работает по формату гимназии. Здесь, получается, со всей республики приезжают молодые одаренные таланты именно в области информационных технологий и проходят здесь такое углубленное специализированное обучение. Приходя уже в наш филиал, ребята могут стажироваться в наших IT-компаниях, то есть это тоже такая партнерская сеть. Также в прошлом году мы провели более, сколько я помню, сотен мероприятий, хакатоны, различные конкурсы. Одним из наших крупнейших конкурсов стал MGov Award. MGov Award – это был республиканский конкурс на разработку лучших мобильных приложений с призовым фондом $100 000. Но если раньше мы говорили, что это наш крупнейший проект с самым большим призовым фондом, в этом году мы объявили наш новый конкурс. Еще больше? Еще больше. $1 миллион призовой фонд. Он называется President Tech Award. То есть это по президентской инициативе был такой создан огромный республиканский конкурс. И буквально вот через несколько дней мы начнем уже принимать регистрации. Круто. Смотрите, за вашей спиной находится карта географии расположения IT-парка. Да. То есть очень круто, что по всей стране он расположен, да?
Да, то есть наша модель создания вообще IT-парков такова, что в каждом регионе есть свой филиал IT-парка, а в каждом районе есть свой IT-центр, то есть учебный центр. Поэтому даже в отдаленных наших районах, скажем так, махаллях, есть хотя бы один учебный центр. Да, круто, круто. Но здесь вот не менее 10 в каждом районе есть IT-центров и IT-школ, да? Очень круто. Скажите, пожалуйста, какие есть условия для того, чтобы стать резидентом, и вот, IT-парк способствует, помогает ли, консультирует, может быть? Да, да, конечно. Мы оказываем полные консалтинг услуги для наших резидентов, начиная со стадии отправления, например, заявки. Любые желающие специалисты могут приехать к нам в офис, получить бесплатную консультацию о том, как стать вообще резидентом IT-парка, какие преимущества и бонусы им это даст. И в дальнейшем, например, когда они уже стали резидентами, также оказываем им бесплатные консалтинг услуги, начиная от маркетинговой поддержки, заканчивая юридической поддержкой для IT-компаний. Для того, чтобы стать резидентом IT-парка, Какие требования? нужно осуществлять один из разрешенных видов деятельности. Их у нас всего 18. Если говорить коротко, это должна быть либо IT-компания, которая непосредственно занимается либо разработкой, либо оказанием IT-услуг, либо IT-учебный центр. И кроме этого, также если это, например, иностранные лица, либо зарубежные IT-компании. Для того, чтобы открыть, например, IT-компанию здесь, в Узбекистане, мы оказываем услугу, которая называется One Stop Shop. То есть это буквально под ключ помогаем открыть IT-компанию здесь, в нашей стране. Услуга One Stop Shop она стоит порядка от $400 до $500. Сюда входит полное оформление под ключ IT-компании в Узбекистане, начиная от создания юрлица, заканчивая, например, созданием банковских учетов, банковских счетов, налоговые органы, оповещения и так далее, вплоть до подбора персонала и подбора, например, офисов для IT-компаний. То есть вся бумажная волокита, работа, вы ее берете на себя, компания остается только заниматься креативом, создавать. Да, то есть компания приходит в готовое место, уже готовой команде, абсолютно готовым условиям. Прекрасные просто условия. Классно. Еще какие-то есть у вас услуги, так скажем, предложения помимо? Для резидентов, да, также есть услуга виртуального офиса. То есть, например, особенно пандемия показала, что не обязательно иметь физический офис для IT-компаний, и все специалисты могут работать, например, на гибком графике из дома. Поэтому некоторые IT-компании очень сильно нуждались в создании виртуального офиса. И мы начали предоставлять, скажем так, нашим резидентам данную услугу. С данной услугой они могут находиться где угодно. Юридическое лицо обязательно будет зарегистрировано в Узбекистане, но работать они могут осуществлять, скажем так, свою деятельность из любой точки мира. Одним из, наверное, ключевых наших нововведений будет, скажем так, дополнение разрешенных видов для наших резидентов. К нам добавляется и креативная индустрия. Сюда будут входить и SMM, и digital маркетинг, и графический дизайн, и многие другие креативные направления. И это станет, скажем так, большим событием для IT и digital мира нашей страны. То есть получается, что для них будут действовать все те же там преференции налоговые, какие-то льготы в той же мере. Да, абсолютно в той же мере, что IT-компания. Очень круто. То есть мы постепенно переходим, наверное, из IT к сфере digital. То есть охватываем все больше и больше направлений. И кроме этого, вот, как сказала ранее, наши глобальные планы до конца года сделать экспорт IT-услуг в $300 миллионов. Мы будем дальше работать над этим вместе с нашими зарубежными представительствами, привлекать больше зарубежных заказов для наших IT-компаний и в целом из локальных компаний, скажем так, создавать экспортные. То есть совместно с нашими резидентами мы ведем сейчас большую работу, чтобы они развивались не только в нашей стране, но и постепенно охватывали все больше и больше новых рынков. Кроме этого, также намечено создание большого количества мероприятий для молодежи, IT-образовательных проектов, один из которых, например, у нас будет вместе с платформой Coursera. Это будет вот One Million Uzbek Coders, скажем так, 2.0, в рамках которого мы будем сотрудничать уже с Coursera. Мы будем рады всех видеть в Узбекистане, в IT-парке. Приходите к нам. Мы готовы вас встретить, во всем вам помочь и всегда открыты к вашим пожеланиям. Так, друзья, наш выпуск подошел к концу. Мы рассказали вам про IT-локомотив
Республики Узбекистан IT-парк. Это невероятно уникальное место, которое дарит большие возможности IT-комьюнити не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. С вами был Оскар, Wave Project, главное медиа о людях Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии пишите. До скорых встреч. Пока.